Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой интересный топ. Вяжется он несложно, поэтому у вас обязательно все получится. И также у меня есть идея вот с такими облачками. Я хотела дополнить топ, но в принципе мне и такой вариант понравился. А если вы хотите дополнить свой топ вот такими облачками, то в Телеграме я оставлю ролик, как их можно связать. После чего останется их только пришить, как вам нравится. Сегодня буду использовать пряжу Газал Jeans. Здесь на 50 грамм 170 метров. Это у нас полухлопковая пряжа. Для нее буду использовать крючок номер 2,5. В принципе, только он нам сегодня и понадобится из крючков. И по расходу у меня ушло чуть больше одного мотка. То есть вот так выглядит второй начатый моточек. То есть ушло примерно 60-70 грамм. Также нам понадобится вот такая иголка или любая другая для того, чтобы прятать кончики нитей. И также нам понадобятся пуговки, так как у меня будет крепление по спинке на пуговках. И в принципе все. Вязать мы начинаем вот с такой чашки. Одна у меня уже провязана, и сейчас буду вязать вторую. Для этого берем нить. Располагаем ее вот таким образом. С этой стороны у нас находится короткий кончик, здесь идет рабочая нить. Вот так придерживаем все. Берем крючок, подставляем под нить и прокручиваем. Далее нам нужно набрать 14 воздушных петель. Я начинаю вот это место придерживать и набирать. Набираю вот таким образом. Завожу крючок за рабочую нить, подхватываю и протягиваю через петлю. Первая готова. Дальше завожу крючок опять за рабочую нить, подхватываю и вывожу через петлю на крючке. Провязано 2 воздушные петли. Третья, четвертая, пятая, шестая и продолжаю, пока не будет 14. Длина вот этой цепочки получилась 5 сантиметров. Если у вас получилось меньше, то вы можете довязать дополнительные воздушные петли. И далее вяжем по следующей схеме. Нам нужно будет провязывать столбики с одним накидом. Для этого мы вначале делаем накид. Теперь отступаю 4 воздушные петли и буду провязывать в пятую. Вот первая, вторая, третья, четвертая и пятая петля. Завожу крючок в пятую воздушную петлю, вытягиваю рабочую нить, провязываю 2 петли с крючка, осталось 2, и теперь опять провязываю 2 петли с крючка. Провязали первый столбик с одним накидом. Нам еще нужно сделать 8, то есть довязать до последней воздушной петли, в нее пока не провязываем. Если у вас количество воздушных петель больше, то довязывайте до последней воздушной петли. Делаем накид, провязываем следующую петлю, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли с крючка и еще 2. При этом вот эти воздушные петли мы считаем также за полноценный столбик, поэтому у нас как бы уже провязано 3 столбика. Накид, следующую воздушную петлю провязываю столбик. И таким образом до центральной воздушной петли, то есть до вот этой последней, у нас должно получиться 10 столбиков с накидом, если мы вот эти воздушные петли также считаем за столбик. Далее дошла до центральной воздушной петли, и мы будем провязывать и по вот этой стороне тоже. То есть у нас будет такое поворотное вязание. Теперь вот сюда, в центральную последнюю воздушную петлю, нам нужно провязать 7 столбиков с одним накидом. Первый.
второй, третий, сюда же четвертый. И над четвертым столбиком я ставлю маркер. Вы можете поставить просто ниточку. И именно в этот столбик мы будем дальше провязывать прибавки в следующих рядах. И довязываю оставшиеся 3 столбика с одним накидом. Подтягиваю здесь нить. Теперь нить мы будем прятать. Для этого мы ее вот так придерживаем. И в обратную сторону нам нужно провязать 10 столбиков с одним накидом, так же как и по этой стороне. Накид, завожу крючок за первую полупетлю вот сюда. При этом у меня сзади идет нить. Вытягиваем рабочую нить и провязываем первый накид, находим вторую воздушную петлю, вот она у нас. Сзади идет нить, придерживаю ее. Второй столбик. Третий. Довязываю последний столбик первого ряда. Провязываю вот сюда в воздушную петлю. И все, первый ряд мы с вами завершили. Дальше все вяжется еще проще. То есть смотрите, как будем делать. Набираем 3 воздушные петли подъема. Их мы будем набирать после каждого ряда. Вторая, третья. Теперь разворачиваем вязание и начинаем провязывать столбики. Не забываем, что 3 воздушные петли подъема у нас считаются за полноценный столбик, и они находятся над первым столбиком. Накид. Вот у нас следующий столбик, и над ним мы провязываем новый столбик. Подхватываем обе стенки петли, вытягиваем рабочую нить и вяжем, как мы уже делали. Далее опять накид, находим следующий столбик, вот он у нас. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем. И таким образом довязываем 12 столбиков с одним накидом. И теперь мы остановились на моменте, когда у нас до маркера остается 1 столбик. То есть наш маркер — это центральный столбик ряда. Дальше вот сюда провязываем прибавку. То есть вяжем 2 столбика с одним накидом в одно отверстие. Провязываем первый столбик и второй столбик. Теперь в центральный столбик ряда нам нужно провязать 3 столбика с одним накидом. Накид, первый столбик, накид, сюда же второй столбик и ставим маркер. Это опять у нас центральный столбик ряда. Он нам нужен для того, чтобы в следующий раз опять делать прибавки, мы точно знали, где он у нас находится. И сюда же мы провязываем еще 1 столбик с накидом. Далее накид, следующий столбик провязываем прибавку, то есть симметрично прибавки, которые мы провязали ранее. Первый, второй. Теперь до конца ряда провязываем просто столбики с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда. То есть провязываем 12 столбиков с одним накидом. И довязываю последний столбик второго ряда, провязываю его над вот этими воздушными петлями, подхватывая стенку воздушной петли. Вот таким образом. Далее опять набираю 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание и теперь вяжем по такой же схеме, только провязываем вначале 14 столбиков, далее за одну петлю до маркера, то есть вот здесь вот провязываем прибавку, далее где маркер провязываем 3 столбика с одним накидом и в следующую петлю провязываем прибавку. Также не забываем отмечать центральную петлю. Далее вяжем по такой же схеме, по такому же алгоритму, и всего я провязала 10 рядов. Вы можете здесь примерять, смотреть,
Чашка провязана, и по ширине она у меня получилась 16 сантиметров, а в высоту около 13. И теперь вяжем вторую, при этом ниточки вот эти мы не обрезаем. То есть у меня готово 2 чашки. Здесь мы сейчас будем набирать воздушные петли для нашего пояска. И как мы их набираем? Вот у нас осталась здесь нить. Я набираю 30 воздушных петель. У вас количество может быть больше или меньше. Для этого вам нужно подложить чашку к груди и набирать вот эту цепочку, пока не дойдете до позвоночника. И количество воздушных петель должно быть одинаково на одной чашке и на другой чашке. У меня это 30, поэтому просто набираю 30 воздушных петель. И у нас должно получиться вот так. С одной стороны цепочка, чашка, вторая чашка и с другой стороны цепочка. И мы начинаем вязать с левой части. Сейчас будем провязывать слева направо. Берем первую чашку и сейчас будем вязать столбиками с одним накидом. У нас здесь 30 воздушных петель, и теперь я дополнительно набираю еще 3. Первая, вторая, третья. Теперь делаю накид и ввожу крючок в 4-ю воздушную петлю от крючка. Первая, вторая, третья, 4-я. То есть 3 воздушные петли набрали в качестве столбика, то есть петли подъема. И все, теперь по вот этим воздушным петлям, так же как мы с вами вязали в начале, мы провязываем столбики с одним накидом до того момента, пока не дойдем до самой чашки. Провязали. Дальше мы начинаем вязать по низу чашки. И здесь делаем накид. И завожу крючок вот сюда. Вытягиваю рабочую нить и провязываю. Далее делаем накид. Заводим крючок за первый столбик. Можно прямо за ниточки. То есть стараемся, чтобы у нас максимально не было дырочек. Накид. Далее заводим крючок вот сюда, между 2 рядов. Накид. Далее заводим крючок за следующий столбик. Также подхватывая его ниточки. Накид. Далее провязываем столбик между 2 рядами. Вот сюда. Накид за следующий столбик. Накид между 2 рядами. И вот довязываю по чашке. Далее нам нужно будет присоединить вторую чашку. Для этого делаем накид, заводим крючок вот сюда, за 2 стенки столбика. Далее заводим крючок на другой чашке. Вот у нас здесь цепочка находится. Также вот сюда, за 2 стенки первого столбика. Вот так у нас должно получиться. Теперь вытягиваем рабочую нить, проходимся через 2 петли и еще через 2. И таким образом мы соединили 2 чашки. Далее начинаем вязать по второй чашке, также за первый столбик. Далее между 2 столбиками, точнее между 2 рядами. И так продолжаю по второй чашке и по воздушным петлям. Провязали по воздушным петлям, и вот здесь у нас оставалась нить от воздушных петель. Мы ее обрезаем, оставляем кончик примерно 10-15 сантиметров. Первый ряд нашего пояса завершен. Эту ниточку мы вытягиваем, и сейчас мы ее будем прятать в ряду. Далее переворачиваем на изнаночную сторону. Набираем 3 воздушные петли подъема. Первая, вторая, третья. Вот так поворачиваем. И будем вязать по изнаночной стороне. При этом вот эту ниточку я придерживаю сзади. Далее делаем накид, находим первый столбик. Вот он у нас.
Подхватываю сзади еще нить. Вот так у нас должно получаться. Вытягиваем рабочую нить и провязываем первый столбик. Накид, вот второй столбик. Сзади у нас находится нить. Вытягиваем рабочую нить и провязываем. До конца ряда просто вяжем столбиками с одним накидом. И далее опять повторяем. Набираем 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание, делаем накид и с первого же столбика начинаем вязать столбики с одним накидом. Далее вяжем на нужную высоту пояска, то есть вы можете здесь индивидуально подстраивать под себя. Провязала поясок на нужную ширину, у меня получилось 8 рядов, что равняется 6,5 сантиметров. Далее набираем одну воздушную петлю подъема и приступаем к завершающему ряду. Поворачиваю вязание на другую сторону и теперь отступаем 2 столбика, начинаем вязать в третий. Первый пропускаем, второй пропускаем и в третий начинаем вязать. Накид. И сюда нам нужно провязать 5 столбиков с одним накидом. Второй столбик. Сюда же третий столбик, четвертый и пятый столбик. Далее пропускаем 2 столбика, первый, второй, и в третий провязываем столбик без накида. Для этого мы накид уже не делаем, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли и мы их провязываем. Далее делаем накид, отступаем опять 2 столбика, первый, второй, и в третий провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый. Далее опять отступаем 2 столбика, в третий провязываем столбик без накида. И так продолжаем до конца ряда. Завершили наш узор по низу изделия. Теперь вот здесь в конце набираем 3 воздушные петли подъема. И нам нужно обработать вот эту часть. Также провязываем 1 столбик за столбик ряда. Далее между 2 рядами 1 столбик. Накид, далее опять за столбик. То есть продолжает до конца. Далее нам нужно делать отверстие для пуговиц, и можно первоначально наметить, где у нас будут пуговички. У меня их будет 3. Одна будет сверху, другая посередине и одна снизу. Поэтому я поставила маркер вот здесь на середине изделия. Но следующий ряд я буду провязывать не столбиками с одним накидом, а столбиками без накида, так как у меня пуговички маленькие. И если я буду вязать столбиками с одним накидом, то у меня дырочки получатся слишком большие. Поэтому я набираю 1 воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание, провязываю первый столбик столбиком без накида. Далее я набираю 2 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика, первый, второй, и в третий провязываю столбик без накида. Вот такое отверстие у нас должно получиться. Далее я довязываю практически до маркера, оставляя 1 петлю. То есть мне нужно провязать 2 столбика. Первый, второй. Далее я набираю 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика и в третий провязываю столбик без накида. Далее провязываю просто столбиком без накида. И вот здесь у нас остается 3 столбика и воздушные петли подъема. Я набираю 2 воздушные петли, пропускаю 2 столбика и вот сюда в последний провязываем столбик. Далее для того, чтобы обработать вот этот край, набираем 1 воздушную петлю, вязание опять разворачиваем и вяжем по обратной стороне. В первый столбик провязываю первый столбик без накида. Далее вот сюда в арку провязываю 2 столбика, так как у нас здесь 2 воздушные петли. Далее просто по столбикам. Далее опять над аркой провязываю 2 столбика.
И вот так у нас получается. Далее мы нить обрезаем. Далее оформим чашки так же, как по низу нашего изделия. Для этого берем нить, подставляем ее и начинаем вязать. Вот у нас первый столбик, заводим крючок, набираем одну воздушную петлю и теперь вяжем по такому же узору. Делаем накид, пропускаем 2 петли, первая, вторая, и в третью провязываем 5 столбиков с одним накидом. При этом я сразу прячу ниточку. Первый, второй, третий, четвертый и 5 столбик. Опять пропускаем 2 столбика, первый, второй, и вот сюда вяжем в третий. Провязываем столбик без накида. И таким образом вяжу до центра нашей чашки. Вот у нас прибавка из 3 петель. Мы с вами вязали чашку, и у нас такая была прибавка. Останавливаемся перед вот этой прибавкой, то есть обвязываем вот эту часть. И вот дошла до 3 центральных петель. Мне нужно бретель начать от центральной петли, поэтому провязываю 1 столбик без накида, чтобы у нас бретель находилась посередине чашки. И начинаю набирать воздушные петли. Их количество у всех может быть разное, так как это длина бретели, вы здесь примеряете, смотрите, какая длина вам подойдет. Набрали, и у меня получилось 80 воздушных петель. Далее разворачиваем изделие на сторону спинки, и мы будем прикреплять бретель. Смотрим, чтобы у нас нигде не прикрутилась наша цепочка. Придерживаю, отсчитываю 10 столбиков. Вот первый, второй. Поставила маркеры на 10 столбике. И теперь поворачиваю вот таким образом изделие. Завожу крючок за 10 столбик. Нить у нас должна находиться с правой стороны. И теперь делаю соединительный столбик. Все, таким образом мы присоединили бретель. Далее делаю за следующий столбик, вот сюда, также еще один соединительный столбик. И теперь начинаем вязать по воздушным петлям столбики без накида. Находим первую воздушную петлю. Вот она у нас. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить и провязываем. И так продолжаем по всем воздушным петлям провязывать столбики без накида. И вот так у нас сзади будет бретель прикреплена. Довязала бретель. И теперь провязываем соединительный столбик вот сюда в центральную петлю. Таким образом закрепляем бретель. Для симметрии с правой стороной здесь я сначала провязываю столбик без накида. И дальше уже начинаю вязать наши вееры. Накид, пропускаю 2 столбика и в третий провязываю. Таким образом сейчас по узору вяжу до конца этой чашки, максимально, насколько это возможно. И вот довязала практически до конца. У меня здесь остается 1 дополнительная петля. Я провязываю сюда еще 1 столбик без накида. Далее перехожу на следующую чашку и для симметрии начинаю с 2 столбиков без накида, как это было на предыдущей чашке. Теперь начинаю вязать узор, делаю накид, отступаю 2 петли и приступаю к вязанию веера. Но здесь сначала провязываю только 3 столбика с одним накидом. И смотрите, что сейчас будем делать. Если у вас, вы примеряли, смотрели, сильно расходятся вот в этом месте чашки, то их можно вот так немножечко скрепить. Для этого провязала 3 столбика,
Завожу крючок на противоположной стороне, также в третий столбик. Отсчитываю 1, 2, 3. Далее завожу крючок в третий столбик. Нить у меня должна находиться справа. Завела и делаю соединительный столбик. Все, и теперь продолжаю довязывать 2 столбика с одним накидом в то же отверстие, что и вязала. Второй. Пропускаю 2 столбика, в третий провязываю столбик без накида. Довязываем опять до вот этих 3 центральных петель чашки. Дошла до бретеля, опять здесь в первую петлю сделала столбик без накида, поэтому сразу начинаем набирать петли, в моем случае это 80, и опять будем прикреплять на спинке. Набрала, и теперь опять на изнаночной стороне начинаю прикреплять бретель, так же как мы это делали в предыдущий раз. Делаем соединительный столбик, 10-й столбик пыска, и за следующий столбик также провязываем соединительный столбик. И вот таким образом поворачиваю и начинаю вязать столбики без накида. Провязали, далее делаем соединительный столбик и продолжаем вязать узор. То есть здесь на этом мы и заканчиваем. Далее нить в конце обрезаем, оставляя 10-15 сантиметров, чтобы мы могли спрятать кончики. Так оно должно получиться. И теперь нам остается пришить пуговицы, я уже пришила, и спрятать все кончики нити. Сейчас на одном примере покажу, как это делаю я. Берем иголку, выводим иглу на изнаночную сторону. И далее начинаем делать несколько узелков. Далее прячем нить в столбиках и проделываем еще один узелок. Эта нить не скользкая, поэтому нескольких узелков, в моем случае 2, будет достаточно. Далее нить просто обрезаю. Все. И вот так у нас незаметно получается. Ну а на этом сегодня все. Если ролик вам понравился, то не забывайте его поддерживать лайком, комментарием и подписывайтесь на канал. Еще много всего интересного, поэтому до скорых встреч!